Игра «Паровой король». Давным-давно в тридевятом царстве, тридевятом государстве жил-был король и королева в своем королевстве, где в замок был проведен даже газ и электричество. Жили они счастливо и беззаботно, ни в чем не нуждаясь. Как-то раз они сидели в тронном зале на своих почетных престолах. Их охрана, славные рыцари, не знающие страха, сидели за столом и попивали коктейли, как вдруг раздался грохот. Один из рыцарей решил разобраться и посмотреть, что там такое. Опять грохот. И через несколько секунд неожиданно для всех длинное тело рыцаря пролетело через весь зал и упало к ногам короля. Какая неслыханная наглость! Кто только мог себе такое позволить? Король в негодовании послал всех охранников разобраться с наглыми негодяями. Кончилось тем, что и они были повержены. Лишь только щит закатился в зал, и от рыцарей и духу не было. На пребольшое удивление короля в зал ворвался паровой король. Он обладал фантастическим оружием и большой мощью. Он был огромен, силен и полностью закован в железное обмундирование. Наш король тут же схватился за меч, но стоило ему только приблизиться к противнику, как он был схвачен и вышвырнут из замка на далекие километры. Приземлившись, он попытался достать свой меч, который после полета застрял в камне, но золотая рукоять отпала, а лезвие так и осталось торчать в камне. В обиде на самого себя за происходящее седовласый старик метнул отломанную рукоять в воду. Король было совсем отчаялся, как тут русалки из воды, видимо в знак благодарности, преподнесли королю необычный мушкет, который стреляет свинцовыми зарядами и поражает врага на большом расстоянии. Главный залог победы – уверенность в себе и бесстрашие. А если еще и дело твое правое, то вообще все легко. И вот король, обладая всеми вышеперечисленными аргументами, недолго думая, отправляется в опасный путь назад в замок. Для того, чтобы восстановить справедливость и вызволить свою любимую королеву, вернуть королевство и наказать негодяев. Конечно, не все так гладко. Коварные и безжалостные разбойники, служащие паровому королю, будут постоянно преграждать путь. Вам нужно будет стрелять в них и аккуратно миновать ловушки и преграды. Вы встретите простых и огромных рыцарей, убить которых не так легко, а также арбалетчиков, стреляющих стрелами. Убив своих врагов, вы получите шестеренки, которые обязательно нужно собирать. Благодаря им вы сможете улучшать ваше оружие и броню. Также по пути вам будут встречаться сундучки, в которых может быть дополнительное здоровье, всякие благословения, которые сделают вас на время бессмертными или дадут невиданную силу. А еще можно собирать ядра, которые потом можно будет бросать на расстояние врага. Придется много прыгать и стрелять. Для разных типов врагов уходит различное количество патронов. Иногда нужно будет пододвинуть камень или ящик, чтобы забраться повыше. Берегитесь гейзеров лавы, они очень быстро вас сожгут. Основной шарм игры – это, конечно, персонажи и оружие. Пушку и доспехи короля, к слову, можно апгрейдить. Набирай как можно больше шестеренок, и у тебя будет возможность пошагово усовершенствоваться. В игре будут встречаться боссы, одолеть которых не очень сложно, но стрелять в них, причиняя ущерб, можно не постоянно, а только в определенные моменты. Добираясь до чекпоинтов, ты активируешь место спауна, с которого начнешь игру после очередного провала. Хочешь помочь королю освободить принцессу и знать навсегда злого парового короля и направить жизнь королевства в мирное русло? Тогда помоги осуществить возвращение короля на его законное место.